Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у нас будет небольшой видеоурок о том, как делать диски. Это не реклама шампуней, не пугайтесь, я ничего не рекламирую и ни в коем случае ничего не продаю. Это мой материал, который я буду использовать для создания дисков. Для этого подойдет упаковка из-под любого шампуня или чистящего средства. Ну, в общем, я взяла вот от кондиционера. У меня их очень много, потому что тратится он очень быстро. Нам надо с вами открыть ее, ну или даже можно не открывать, а достаточно просто разрезать ножницами пополам. Вот, и для начала, конечно, хорошенечко промыть. Вот, как можно видеть, даже если мы использовали абсолютно все, внутри все равно осталось немного шампуня, поэтому давайте хорошенечко помоем все внутри. Итак, вот мы все помыли. И, значит, что из этого мы будем использовать? Нижнюю часть мы используем, а в верхней части нам нужно снять крышку, потому что она нам никак не подойдет. И, собственно, здесь мы можем использовать, ну, примерно вот до сюда, сколько сможем отрезать, потому что дальше там идет уже очень толстый пластик, и практически невозможно будет разрезать. Проще всего с этой частью. Это у нас с вами будет очень простой и дешевый способ создания дисков для крепления лапок для игрушек. Ну, вот мы вырезали вот такой вот кусочек. И теперь из этого куска мы будем вырезать кружочки по размеру, который нам необходим. Мои игрушки в основном все маленькие, вот такие, примерно 9 сантиметров, 15, вот так. И кружочки я делаю небольшие. То есть если это для передних лапок, там вообще маленькие надо, для головы можно побольше. Можно наготовить заранее побольше таких кружочков, либо каждый раз вырезать для каждой игрушки. То есть на одну игрушку вот такую нам нужно будет 2 диска для головы, 2 для одной передней лапки, 2 для другой передней лапки, 2 для нижних и еще одной нижней лапки тоже 2. Также нам нужны будут шплинты и шило. После того, как мы вырезали вот эти кружочки, мы проделаем посередине дырочку шилом, вот так вот, и вставим туда шплинт. Вот, в принципе, все, наш диск на шплинте, наше крепление готово. И теперь нам останется просто взять какую-нибудь лапку, сделать здесь тоже дырку и вставить туда шплинт. Потом, конечно же, набить и зашить, и в конечном итоге у нас получится готовая лапка, вот, например, как вот эта. Лапка с уже торчащим из нее шплинтом. Вот такой вот очень простой, экономичный способ, очень дешевый. Ну, как бы шампунем пользуются все. А вместо того, чтобы выбрасывать старую упаковку, можно использовать ее вот таким интересным способом. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, и подписывайтесь на мой канал. Вот и все. Всем спасибо и пока.